Думаешь, стоит ответить? Я не знаю. Вы же уже сами все решили. Да. Ли, ты не спишь? Артур? Да, я не разбудил тебя? Нет, нет. Я в саду смотрю материалы по процессу. Что-то случилось? Ты уверен, что я тебя не разбудил, честно? Нет, нет, совершенно. Ты же видишь. Ли, я вот почему тебе... Ты случайно не заметил, когда уехал Джонни? Может, она уехала с Эленбогенами? Нет, я этого не видел, Артур. Собственно говоря, я ничего не видел весь вечер. Стоило мне появиться, как меня одолел вопрос, имеет засранец француз. Или австриец, черт его знает откуда он. Каждый иностранец охотится за маленьким советом Ли. Так что случилось? Джонни пропала? А ее мобильный? Да кто знает, я не знаю. Выключен. Бокал за бокалом, потом разговоры, потом она с кем-то начала обниматься. Нашла себе компанию, мелькнула у бара, вроде еще танцевала. Я не знаю, я думал, что она уехала, а ее нет. Когда она напивается, ее всегда куда-нибудь черти тащат. Ты звонил Эленбогенам? Их нет в сети, а дома их нету. Я не знаю, Ли. Я даже не уверен, уехала ли она именно с ними. Артур, насколько я знаю Эленбогенов, они взяли такси и поехали в Вилледж на пару часов. И все трое, скорее всего, У меня валятся... чувство, что она обрабатывает какого-нибудь ублюдка на кухне. Я просто чувствую. Она всегда вешается на шею какую-нибудь ублюдку на кухне. Где ты сейчас, Артур? Ты не дома? Черт возьми, поеду искать. Так, просто постарайся не раздувать проблемы. Как ты там? Пьян или как? Я не знаю, а откуда мне, черт возьми, это знать? Расслабься, просто иди домой. Ради бога, ты знаешь Эленбогенов. Скорее всего, они опоздали на свой поезд, и, возможно, все трое они валятся к тебе через минуту со своими шуточками. Они домой поехали. Откуда ты знаешь? Их сиделка. У нас был разговор, она мне не врет. Мы с ней близки, Ли. Я уже 2 года как места себе не нахожу. Насколько близки? Сильно, черт возьми. Я уже 2 года как не могу себе место найти. Черт, нет, это было только один раз. Джонни опять куда-то унесло. Я выпил много. А тут Молли. Ну и бес попутал обоих. Теперь просто друзья. Я чувствую себя проходимцем. Ладно, иди домой и расслабься, слышишь? Есть ли смысл накручивать себя, ничего не зная? Да понимаю, я не хотел бы так переживать, но Джонни доверять нельзя, клянусь. Клянусь, нельзя, ей можно доверять настолько, насколько... Черт, я даже не могу себе слова подобрать. Артур, все, что ты сейчас делаешь, это пытаешься оправдать себя, думая, что она хуже. Сделай мне одолжение и выброси все это из головы. Сколько раз тебе Мне говорить? стыдно говорить тебе, но знаешь, что я делаю каждый долбанный вечер, когда прихожу домой? Хочешь знать? Артур, послушай, это... Погоди, я скажу тебе, черт возьми. Весь наш чертов брак, я еле сдерживаю себя, чтобы не открыть каждую дверь у себя в квартире. Клянусь. Каждый вечер я прихожу домой и ожидаю увидеть у себя кучу ублюдков, прячущихся сантехников, доставщиков, полицейских. Сейчас Ли. Что не спишь? У нее что-то с вами. Артур, так ты чего хочешь, Артур? Найти Джонни. Стать свободным от всего этого. Постой, Артур. Я говорил тебе много-много раз, в чем твоя ошибка, помнишь? Ты постоянно сворачиваешь куда-то, и сворачивай каждый раз делаешь только хуже. Начинаешь пить и творить глупости, живя на копейки, изводя Джонни. Этим ты только подталкиваешь Джонни. Ты просто не оставляешь ей времени заняться собой, развить ум, вкус.
Ум? Твою мать, если бы ты знал, как это нелепо. Она думает, что она чертова интеллектуалка. Она читает все эти журналы, смотрит телек. Конечно, пока не ослепнет, конечно, она интеллектуалка. Ты знаешь, на ком я женился, Ли? Я женился на великой, непризнанной актрисе, писательнице, психологе и всемирно неявленной звезде. Так смешно, что мне даже хочется перерезать себе горло. Ладно, ладно, ты понимаешь, что все это ни к чему. Умная. Ты слышал, как она описывает любого мужика? Ужасно привлекательным. А он может быть старым, жирным, отвратительным ослом. Хорошо, Артур, остановись, мой юный партнер. Это все не приведет нас никуда. Но никуда это хоть куда-то. Лучше скажи мне, как Что? твое дело сегодня в суде. Примерно за 2 минуты до того, как я собирался выступить с заключением, адвокат истца Шепард откуда-то явил суду горничную с простынями, полными клопов. И что? Ты проиграл? Ты знаешь, кто был судьей? Виторио. Ты проиграл или что? Что? Ты проиграл дело. Да, я хотел сказать тебе на вечере. Как ты думаешь, Джуниор полезет на стенку? Хоть я и проиграл это чертово дело, но как ты думаешь, он Не взбесится? думаю, что мой партнер непременно полезет на стену, Артур. Скорее всего, все будет хорошо. Но в восторге от этого он не будет. Старик Шенли сам начал весь этот процесс. Джуниор мне уже 50 раз об этом рассказывал. Да, я проиграл это чертово дело. Но это не моя вина. Во-первых, этот сумасшедший Виторио начал до меня докапываться. Во-вторых, эта овца горничная начала раздавать просто не с клопами. Но я делал все так, как ты мне говорил. Ну, кроме... Знаю. Никто и не говорит, что это твоя вина, Артур. Ты сделал все отлично. Но тебе все же стоит проявить больше ума. Адвокат, конечно, должен быть честен, но каждую улику можно интерпретировать по-разному. Помнишь наше дело месяц назад? Такого не забыть. Черт возьми, я так виноват перед тобой, что вовремя не сообразил и крупно подставил тебя. Как будто я играю в игру и не понимаю правил. Их придумали неправильные люди. В этот раз ты тоже был чересчур искренен. Это вредно для работы. Мне, наверное, действительно стоит вернуться в армию. Звонят часто. Я бы хотел вправить тебе мозги, мальчик. Вот что я бы хотел сделать, но ты пьян. Для, возможно, умного парня ты говоришь как сущий ребенок, честно. Тебе нужно сфокусироваться на работе, а не на бутылке. И перестать раздувать свои Мы проблемы. должны были расстаться. Знаешь, почему я этого не сделал? Артур, ради бога, не начинай снова. Постой, позволь тебе сказать. Я пожалел ее. Все очень просто. Я просто пожалел ее. Я привез ее в эту страну 5 лет назад из... Ну, Я жалел ее всегда. Может, она тебя пожалела. Ты все время забываешь, что Джонни взрослая женщина. Взрослая? Да она взрослый ребенок. Послушай, я брился, я просто брился, и она криком позвала меня из другого конца квартиры. Я весь в мыле побежал узнать, что случилось. И знаешь, что она мне сказала? Она хотела узнать, насколько она умна. Она жалкая, говорю тебе. Это вне моей юрисдикции. Не уважает меня и не любит. Но каждый раз, когда я решаюсь порвать с ней, мы уже где-то вместе по какой-то причине. Я вспоминаю эти чертовы стихи, которые посвящал ей, когда мы только начали встречаться. Цвета лиловой розы, милый ротик и обман моих глаз. Почему ты меня еще не сбросил? Ну серьезно. Слушай, Артур, это все ни к чему. Ни к чему. Я серьезно. Я искренне говорю. Можешь подняться к себе, раздеться и лечь в кровать, как хороший мальчик, и успокоиться. Джонни, наверное, будет через пару минут. Ты же не хочешь, чтобы она видела тебя таким? Я не даю тебе спать, и все, что я говорю тебе... Чего бы мне хотелось,
Так это, если это вообще возможно, помочь тебе, парень. Может, мне приехать к тебе и нам выпить? Не возражаешь? Сейчас. А если тебе удобно? Мне просто хочется присесть, и я не знаю, ну, если тебе удобно. Да, но я не думаю, что это правильно, Артур. Я, конечно, буду рад, если ты приедешь, но если честно, я думаю, тебе нужно просто успокоиться. Чего ты хочешь? Ты же хочешь быть дома, когда она придет? Да, я не знаю, клянусь, я не знаю. Зато я знаю, честно. Почему бы тебе не упасть в кровать сейчас, расслабиться? И не волнуйся, это самое главное. Сделаешь так? Хорошо. Ноутхилл. Что он сказал, любимый? Хотел приехать сюда и выпить. И что ты ему ответил? Нэнси, поставь чай, будь добра. Ты не слышала? Сказал, чтобы успокоился и ложился спать, а утром, как протрезвеет, я с ним поговорю. Ты был великолепен. Я восхищена. Что ж, не знаю, насколько я был великолепен, впрочем, все сложилось хорошо. Этот парень, очевидно, нуждался, чтобы его встряхнули. Ты был просто чудесен. Я чувствую себя дрянью и совершенно счастлива. Теперь мы будем вместе. Вместе? Это была чудесная ночь, но ты и вправду думал, что мы будем вместе? Разве не так? Ты хотела наказать его? Постоянная ревность, потраченные деньги, неудачи в работе, измена. Ты же этого хотела? Причем тут я? Я хотела быть с тобой. Нет, милые губки. Придется тебе поискать кого-то еще, другую ступеньку. Какую еще ступеньку? Милая моя, да разве это не очевидно? Ты получила гражданство, и зачем же тебе Артур? Ты... Довольно. Ли, ты спишь? Нет, нет. Слушай, я просто подумал, что ты хочешь узнать. Джонни только что притащилась. Что? Ага, она только что приперлась секунд через 10 после того, как мы поговорили. Вот я решил тебе позвонить, пока она в душе. Слушай, большое спасибо, Ли, серьезно, ты знаешь, о чем я. Ты точно не спал? Нет, нет. Я просто... Нет. Ага. Ну вот, судя по всему, так получилось, что Леона напилась, начала вонять и закатила истерику, а Боб уговорил... Джонни поехать с ними в клуб, пока Леона не успокоится. Я не знаю, ты знаешь, тебе виднее, одним словом, она дома. Боже мой, мне кажется, это все Сан-Франциско. Ведь Сан-Франциско, все знакомые люди, кроме тебя, ну просто психи, понимаешь?
Да, кстати, я заодно попытаюсь исправить эту гнусную историю с клопами. Я тут кое-что надумал. Как ты думаешь, если я завтра пойду и поговорю с Джоннером, может... Нет, Артур, только вместе. Ты уже наговорил в суде, мальчик. Послушай, Артур, у меня внезапно разболелась голова. Давай поговорим об этом завтра. Да, то есть я не хочу, чтобы ты думал, что я перезвонил, потому что я беспокоюсь о своей работе. Артур, я не знаю, послушай, ну, у меня действительно разболелась голова, не знаю, с какого черта. Давай остановимся на сегодня. Давай обсудим все это утром, хорошо? И что теперь? Эх, Нэнси, каждый урок стоит очень дорого. И вся эта ситуация с Артуром и его излишняя честность в работе. Надеюсь, завтра мы с ним обсудим это. И как важно не подставлять своего партнера. Думаешь, такой урок пойдет во благо? В самый раз. Всякое наказание влечет за собой тяжкие последствия. Для всех. Эх, Нэнси. Урок усвоил. Да, возвращаюсь. На восток, на восток. Вас понял. Да, завтра утром буду. Цвета лиловый, роза милый ротик и обман моих глаз.